Всем привет! Я сегодня хочу вам показать, как можно дать новую жизнь своему старому поп-сокету, либо же украсить новый. Нам потребуется поп-сокет. Если вы не знаете, что это такое, то загуглите. Это держатель такой для телефона. У меня был старенький, приклеен на чехол и крученная веревка. Я буду ее использовать, либо же можно использовать хлопковый шпагат. Сколько отрезков нам потребуется? Первый отрезок 80 сантиметров я складываю так, как показано у меня на видео. То есть не пополам его делю, а вот 20 сантиметров оставляю где-то. Второй отрезок, это у меня будет 60 сантиметров. Надеваю его вот таким изнаночным креплением и фиксирую с помощью булавки. Вот так вот. Сейчас мы будем надевать третий отрезок. Он тоже у нас имеет длину 60 сантиметров. Надевать мы его будем также изнаночным креплением, но уже на 2 наших нити. Четвертый отрезок, он тоже будет иметь длину 60 сантиметров, и надевать мы его будем точно так же, как и третий, на 2 нити изнаночным таким креплением. Далее мы будем с вами немного заворачивать наше плетение, делать таким образом как бы первый завиток нашей спиральки. Посмотрите, как это выполняется. У нас есть нить, которую мы будем оплетать потом по кругу, и есть еще вторая, более короткая, да, на нее я точнее сейчас тоже сделаю плетение репсовым узлом вот такое. И потом, спустя некоторое время, я просто короткую нить оставлю и не буду на нее наплетать, потому что так иначе получается очень толсто. Вот, ее потом можно будет отрезать, ничего в этом страшного нет. Но я одну и вторую нить, которую вот как бы я в круг так сделала, провожу репсовым узлом. И сейчас буду еще добавлять отрезки. Вот, видите, немного у нас уже закручивается. Возможно, плохо видно, но видите, да, такое получается завитушка. Вот, сейчас нужно будет добавлять нити. Вообще, как бы тут по мере необходимости можно добавлять нити, потому что главное, чтобы у вас не становилось выпуклым наше плетение. Но сейчас я добавляю уже 5-ю нить, и она у меня будет 50 сантиметров. Вот я буду уменьшать, потому что с каждым кругом, да, мы все меньше и меньше будем использовать, и поэтому у нас будет сейчас 5-й, 6-й, 7-й отрезок по 50 сантиметров и последний 8-й по 40 сантиметров. Потому что, я думаю, вы понимаете, когда мы идем, первый отрезок длиннее, последующие уже будут короче. Вы видели, да? Я сейчас надела 2 отрезка по 50 см, и дальше уже продолжаю плести опять по кругу репсовые узелки. Вот, и я вообще прикрепляю нити по мере вот надобности, потому что вижу, если большое уже расстояние между нитями, то вот здесь вот надену еще нить, чтобы как бы сделать больше. Также, чем больше нитей вы наденете, тем пышнее у вас будет потом в конце вот эта бахрома по кругу. То есть если будет мало нитей, то она не создаст такую плотную бахрому. Вот, поэтому рекомендую, возможно, даже больше надевать нитей, чем у меня. Но это уже на свой вкус и цвет. Вот сейчас я тоже, видите, решила, нужно надеть. Вот тут нет как бы особо таких правил, но это просто мои рекомендации. Возможно, вы смотрели мастер-класс, я делала в такой же технике подставку под горячее. Вот, также идет. Вот там тоже как бы не всегда можно легко вычислить, какие отрезки. Просто, как я люблю всегда, берите больше, берите длиннее, и тогда вам на все будет хватать. Вот. А так мы продолжаем плести, продолжаем и создаем как бы под окружность своего поп-сокета, вот, либо где вы решили это применить. Мне хватило 8 нитей. Если вы используете другие какие-то веревки, другого диаметра, то потребуется больше, либо меньше. Но в итоге суть как бы вся та же. Главное уметь еще плести репсовый узелок. Надеюсь, что вам понравится такая вот новинка. Надеюсь, что вы знаете, что такое поп-сокет. Или, может быть, у ваших детей есть, или у вас есть, потому что мне он прям очень нравится. Держится телефон удобно, также можно как бы ставить его без подставки, потому что он упирается на него. Вот, а с таким вот аксессуаром это прям вообще вау. Возможно, не на каждый день, но вот так вот иногда надеть чехол
и с этим попсокетом прям прикольно, мне так показалось. После того, как я вот решила, что мне уже подойдет такой размер, я сейчас буду отрезать лишние отрезки, а потом сделаю бахрому. Здесь просто распущу, буду пытаться подрезать ровно-ровно все свои отрезки, потому что это мне дается сложно, чтобы было четко по кругу. Надеюсь, что вы справляетесь с этим лучше, чем я. И после того, как мы приняли идеальную форму, подровняли бахрому, я с помощью клея-пистолета, но также могу посоветовать использовать обычный клей-момент, на него даже, возможно, лучше будет, либо там клей для тканей, ну, я точно не разбираюсь в этом, на что приклеится. Вот, я приклеиваю получившийся свой кругляшочек, и это выглядит довольно-таки мило и прекрасно. Буду рада подписке на канал, комментарию, лайку. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Встретимся в новых мастер-классах. Пишите, может быть, что еще вы красите, или у вас на что пришли идеи. Вот, я всегда рада услышать их. Скидывайте фотографии в Инстаграм с получившимися изделиями. Тоже все, давайте, до новых встреч. Пока-пока.
Вот я вам хочу показать, как он выглядит уже на телефоне непосредственно. Мне очень нравится. Ну, такое разнообразие, конечно, макраме.